Недавно я озадачился вопросом, какой из виртуальных роялей звучит реалистичнее всего по сравнению с обычным. Живого рояля под рукой не нашлось, поэтому я взял датасет от Гугла. Он основан на записях рояля Yamaha Disclavier, который умеет записывать MIDI при игре на нем. Во всех случаях ощущалась нехватка динамического диапазона, поэтому я применил S-образную кривую к входящему Velocity. Итак, давайте послушаем. Живая запись. Addictive Keys. Easy Keys 2. UVI K-Suite Custom. Hammers and Waves. Keyscape. Живая запись. Addictive Keys. Easy Keys 2. Keyscape. Hammers and Waves. UVI K-Suite Custom. Живая запись. Addictive Keys. Easy Keys 2. Keyscape. Hammers and Waves. UVI K-Suite Custom. Живая запись. Addictive Keys. Easy Keys 2. Keyscape. Hammers and Waves.
UVI K-Suite Custom. Как-то так получилось. Если создавать субъективный топ, то для меня на первом месте оказались Addictive Keys. Они выигрывают как по нагрузке на процессор и память, так и по звуку. У них у единственных получилось очень хорошо отработать динамику на высоких клавишах. Короче, очень меня порадовали. На второе место я бы поставил UVI Acoustic Suite. Достаточно маленькая нагрузка на оперативную, побольше на процессор. Самая большая, я бы даже сказал, на процессор нагрузка. Но обычно много пианин мы в проекты не загружаем, плюс этими библиотеками немножко людей пользуются, поэтому легко получить звук, которого нет у других. Плюс там еще в бандле у них очень много других инструментов. На третье место я бы поставил Hammers and Waves. По нагрузке не очень маленькие. Это если брать базовые патчи, не какие-нибудь пресеты с кучей эффектов. По оперативке много кушают, но по звуку тоже хорошо. Я бы даже сказал, самый натурально звучащий у них рояль. Самый натуральный не равно самый лучший в контексте микса обычно, потому что, как правило, натуральное, оно в современности не очень котируется, нужно чаще обрабатывать. Но тем не менее, мне понравились. На четвертое место я бы поставил Easy Keys, просто потому что у них гораздо меньше нагрузки на память, чем у Keyscape. Keyscape это какой-то ужас, честно, 3 с чем-то гига и динамика максимум мецефорта. Теперь позвольте финальную часть, я зачитаю без сценария. Сперва, почему так мало пианин было представлено? Меня прежде всего интересовали бандлы, в которых помимо пианин от одного и того же производителя есть еще что-то в рамках одного пакета. Допустим, в Addictive Keys у нас есть Mark I, еще там электрическая пианинка есть, upright пианинка есть и все. Ну, короче, не один большой рояль. В UVI K-Suite абсолютно та же самая история, в Keyscape, в Hammers and Waves, ну, я думаю, понятно. Я брал именно историю, где есть бандл с другими инструментами, чтобы выбрать производителя и от него плясать. Также второй вопрос. Почему не были представлены Гарритон, рояли от Виенна или какие-нибудь другие монстры для контакта на 90 с чем-то гигабайт? Это отличные продукты в качестве заявления о себе, но в повседневной жизни их результативность небольшая, потому что их загружать долго, под них нужно много места, они достаточно прожорливые в плане оперативки, а бывает еще и процессоры. И в целом, когда тебе нужно 2 ноты для какого-нибудь трека, загружать рояль на десяток гигабайт в оперативку, это не очень подходящее решение. Да и в целом мне нравятся более легковесные модели. Я иногда пишу на ноутбуке, на нем почему-то вдохновения больше. И в этом плане какие-нибудь легковесные штучки заходят гораздо лучше. Также вопрос еще, могу ли я писать нормальную музыку, не обладая никакими из этих пианино, а только, допустим, FL Keys? Конечно, можете, и я хочу подобраться к главной мысли всего этого мракобесия, то, что, в общем-то, неважно, какой пианино вы берете, если вы пишете хорошие ноты, то всем будет наплевать. Потому что рояльчики-то в целом они правдоподобные. И если не сравнивать лоб в лоб с реальным, то можно даже привыкнуть к тембральному и динамическому окрасу того или иного инструмента, и это не будет касаться таким уж отличающимся от реального. В общем-то, берите то, что вам нравится, и пишите хорошую музыку. Вот мораль всей басни. Спасибо.